Большая часть всей нефти и газа в мире перемещается не танкерами и не поездами, а по трубам. Только нефти так перевозят больше 70%. Общая длина всех трубопроводов на планете превышает 1 000 000 километров. Этого хватило бы, чтобы обмотать Землю по экватору десятки раз. На суше проложить такую трубу непросто, но в целом понятно как. Роют траншею, укладывают трубу, засыпают, и по ней идет газ или нефть. Рабочие видят, что делают, все можно проверить, а если появилась течь, приехать и починить. Но часть этих труб идет не по земле, а по дну океана, на глубине в 2-3 километра. Света там нет совсем. Давление воды способно смять подводную лодку, а человек спуститься туда просто не может. Как проложить трубу там, куда невозможно добраться, и как чинить ее, если что-то пойдет не так? И есть деталь, из-за которой все это выглядит почти невозможным. Такую трубу нельзя перегибать даже на пару лишних градусов, иначе сталь толщиной в несколько сантиметров лопнет. Так как же огромные суда справляются с этой задачей и почти никогда не ошибаются? Досмотрите до конца, чтобы увидеть процесс, который трудно уложить в голове. Чтобы понять, зачем вообще класть трубу под водой, нужно посмотреть, откуда сегодня берут нефть и газ. Многие крупные месторождения находятся не на суше, а глубоко под морским дном, иногда за сотни километров от ближайшего берега. Над ними ставят добывающие платформы, но добыть ресурс — это только половина дела. Его еще нужно доставить на Землю. Сделать это можно двумя способами — возить танкерами или проложить трубу прямо по дну. У каждого варианта свои плюсы, но когда нужно гнать большие объемы постоянно, годами, труба часто оказывается выгоднее. Танкер приходит и уходит, зависит от погоды и очереди в порту, а трубопровод работает без остановки, качая ресурс круглые сутки. К одной крупной платформе нередко идет сразу несколько линий, отдельно для нефти, отдельно для газа. Поэтому дно морей во многих районах мира буквально прошито такими трубами. В одном только Мексиканском заливе их проложено на десятки тысяч километров, и многие тихо работают там уже не первое десятилетие. Но подводные линии соединяют не только платформы с берегом, они связывают между собой целые страны. Например, трубопровод Лангелет в Северном море тянется больше, чем на 1000 километров и подает газ из Норвегии в Британию. А по дну Средиземного моря идет линия Медгаз длиной около 210 километров, связывающая Алжир и Испанию. Все это огромная сеть, которую мы почти никогда не видим, потому что она спрятана под толщей воды, и о ней вспоминают только когда что-то ломается. И вот тут начинается самое интересное. Одно дело провести линию на карте, и совсем другое — реально уложить стальную трубу на дно, туда, куда не добраться, да еще так, чтобы она пролежала там десятки лет. Именно эта задача и превращает прокладку морского трубопровода в одну из сложнейших инженерных работ на планете. Когда мы слышим слово «труба», в голове возникает обычная стальная дудка. Но морской трубопровод устроен куда хитрее, и это скорее многослойный пирог. Собирают его из отдельных секций. Каждая — это стальная труба длиной около 12 метров и весом в несколько тонн. В основе действительно сталь, но стенки у нее очень толстые, иногда около 3 сантиметров. Такая толщина нужна не просто так. На большой глубине вода давит на трубу со всех сторон с огромной силой. Тонкую трубу это давление смяло бы, поэтому металл берут прочный и с большим запасом. Дальше сталь нужно защитить от коррозии, ведь морская вода разъедает металл особенно быстро. Для этого трубу еще на заводе покрывают несколькими слоями специального пластика, не пропускающего воду к стали. Иногда добавляют слой утеплителя, чтобы нефть внутри не остывала и не густела по дороге. Но тут возникает неожиданная проблема. Пустая стальная труба в воде ведет себя как поплавок и норовит всплыть. А трубопровод должен лежать на дне ровно и неподвижно, что бы ни творилось наверху.
Поэтому поверх всех слоев наносят толстую бетонную рубашку, которая делает трубу тяжелой. Именно бетон заставляет ее тонуть и спокойно лежать на грунте, не поднимаясь от течений и волн. От коррозии трубу защищают и еще одним хитрым способом. К ней крепят бруски из особого металла. Они разрушаются вместо стали, то есть жертвуют собой, чтобы сама труба оставалась целой десятилетиями. Каждый такой элемент рассчитывают заранее, еще на этапе проектирования, под конкретную глубину и состав воды. В итоге на дно ложится не простая труба, а сложное многослойное изделие, где у каждого слоя своя задача. И собрать все это в единую линию длиной в сотни километров — работа, ради которой строят особые корабли. Уложить трубопровод на морское дно с обычного корабля невозможно. Поэтому для этой работы построили особые суда. Их называют трубоукладчиками. И, по сути, это даже не корабли, а плавучие заводы. Размеры у них такие, что рядом обычный сухогруз кажется небольшой лодкой. Один из самых больших — судно Pioneering Spirit, принадлежащее европейской компании. Его длина около 382 метров. Это больше, чем 3,5 футбольных поля, поставленных в ряд. По весу и размеру это вообще одно из крупнейших судов, когда-либо построенных человеком. Другой известный трубоукладчик, Кастароне, тянется примерно на 330 метров и тоже работает на огромных глубинах. На борту таких гигантов постоянно живет и трудится целая команда, нередко 500, а то и 700 человек. Это фактически небольшой город посреди океана, со своими каютами, столовыми, мастерскими и даже медпунктом. Люди работают вахтами, сменяя друг друга, потому что укладка идет круглые сутки, без остановки. Но главное здесь не размер, а то, что происходит внутри. По всей длине судна выстроена настоящая производственная линия. Секции трубы берут со склада прямо на борту, подают одну за другой и постепенно соединяют в единую бесконечную нить. Судно при этом медленно ползет вперед, и прямо из его кормы в воду уходит уже готовый трубопровод. Получается, что труба словно рождается на ходу и тут же опускается на дно. Чтобы удержаться точно над нужной линией, такие суда используют мощные винты, которые постоянно подруливают и не дают течению снести махину в сторону. Некоторые трубоукладчики держат в своих трюмах десятки тысяч тонн трубы за один раз. Это позволяет им работать далеко от берега неделями, не возвращаясь каждый раз за новой партией. А как именно отдельные секции превращают в одно целое — отдельная и очень точная работа, о которой пойдет речь дальше. Самое ответственное на трубоукладчике — это места, где секции сваривают в единую линию. На борту их выстраивают в цепочку, и каждый пост отвечает за свою часть работы. На первом трубу подводят вплотную к уже готовой линии и делают первый, самый важный шов изнутри. На следующих постах этот шов наращивают слой за слоем, пока стык не станет прочнее самой трубы. Раньше все это делали сварщики вручную, но сегодня на больших судах работу чаще выполняют авантаты. Механические головки движутся по кругу вдоль стыка и кладут металл ровно и одинаково, без устали. Это быстрее и надежнее человека, а скорость здесь важна. Чем быстрее готов шов, тем быстрее продвигается все судно. Но собрать шов — это лишь полдела. Каждый стык обязательно проверяют, и проверяют очень строго. Для этого используют ультразвук или рентген, которые видят металл насквозь. Прибор замечает даже крошечную трещину или пузырек воздуха внутри шва, скрытые от глаза. Причина такой строгости проста. Исправить плохой шов после укладки на дно уже невозможно. Если проверка находит дефект, стык тут же вырезают и заваривают заново, прямо на месте. В воду уходит только та труба, каждый шов которой прошел контроль без единого замечания. После проверки остается еще один шаг. В месте сварки труба голая, ведь защитные слои завода в этом месте прерываются. Поэтому на каждый готовый стык наносят новое покрытие, чтобы у воды не осталось ни одного открытого участка металла. И только теперь этот кусок линии
готов отправиться за борт. На хорошем судне новый стык может добавляться каждые несколько минут, и за сутки линия вырастает на несколько километров. Так, стык за стыком из отдельных секций и складывается трубопровод длиной в сотни километров. Вот мы и добрались до момента, ради которого стоит досмотреть до конца. Готовая труба не падает с судна вниз, как камень, иначе она бы просто переломилась. Проблема в том, что путь от палубы до дна огромен. Порой это 2-3 километра. Если опускать трубу отвесно, под собственным весом она получит слишком резкий перегиб у поверхности и лопнет. Инженеры решили это красиво. Трубу опускают не по прямой, а плавной дугой. И вот тут появляются те самые буквы. Первый способ называют укладкой буквой S. Труба сходит с судна почти горизонтально, затем мягко изгибается вниз и уходит к дну. А сбоку это похоже на вытянутую букву S. Чтобы верхний изгиб не был слишком резким, с кормы судна выдвигают длинную решетчатую конструкцию, своеобразную направляющую. Она поддерживает трубу и задает ей плавную дугу, не давая переломиться прямо у борта. Такой способ хорош на средних глубинах и позволяет двигаться довольно быстро. Но чем глубже, тем сильнее нужно наклонять трубу к вертикали. Тогда применяют второй способ — укладку буквой J. Здесь труба уходит вниз почти отвесно, под крутым углом, с высокой наклонной вышки на судне. Дуга получается только одна, у самого дна, и это как раз то, что нужно на большой глубине. Все это время трубу держат в постоянном натяжении специальные зажимы на судне. Они не дают ей рухнуть вниз всей своей тяжестью и удерживают ту самую плавную форму. Сила натяжения тут огромная — 1000 тонн, ведь на весу висит труба длиной в несколько километров. И вот здесь становится понятна загадка изначала. Изгиб трубы должен быть очень плавным, а любое отклонение инженеры считают заранее и держат под контролем. Стоит ошибиться с натяжением или скоростью, и труба перегнется сильнее, чем можно. Тогда на дне окажется смятый и загубленный участок. Именно поэтому здесь все считают до мелочей. Даже когда труба уложена правильно, на дне ее поджидает целый список опасностей. Первый враг — то самое давление воды, которое растет с каждым метром глубины. Стоит появиться в трубе хоть маленькой вмятине, и происходит неприятная вещь. Давление начинает вдавливать этот участок внутрь, и вмятина бежит по трубе дальше, схлопывая ее, как будто кто-то давит на тюбик. Такое смятие может пройти по линии на сотни метров за считанные секунды, губя целый отрезок. Инженеры знают об этой ловушке и придумали защиту. Через равные промежутки в линию вставляют толстые стальные кольца-упоры. Когда бегущее смятие натыкается на такое кольцо, оно упирается в него и останавливается, не разрушая всю трубу. Второй враг — неровное дно. Океанское дно вовсе не гладкое. Там есть впадины, склоны, гряды и промоины. Если труба ложится над ямой, ее середина повисает в пустоте без опоры, как мостик. Течение раскачивает такой участок, и со временем он может треснуть от постоянной вибрации. Поэтому маршрут будущей линии заранее изучают до мелочей. Специальные суда сканируют дно приборами и составляют его подробную карту с каждым бугром и провалом. Опасные места стараются обойти стороной или готовят заранее, чтобы труба легла ровно. Третий враг — сама погода на поверхности. Шторм раскачивает даже огромное судно, и в сильное волнение укладку приходится останавливать. Поэтому работы часто планируют на спокойный сезон, ловя подходящее окно. Есть и угрозы от людей. Якорь случайного корабля или рыболовная снасть, зацепившая линию. От таких ударов трубу защищают отдельно, и об этом речь пойдет дальше. Получается, уложить трубу — это лишь половина дела. Куда важнее сделать так, чтобы она спокойно пролежала на дне десятки лет, и ни один из этих врагов до нее не добрался. Раз человек не может спуститься на такую глубину, всю работу на дне за него делают роботы. Их называют подводными аппаратами, и без них современная укладка была бы невозможна. Эта машина размером с небольшой автомобиль,
которую спускает судно на прочном кабеле. По этому же кабелю ей передают команды, а обратно идет картинка с камер. Оператор сидит в теплой рубке на судне и управляет аппаратом, будто играя в очень дорогую видеоигру. У робота есть мощные прожекторы, ведь на глубине царит полная темнота. И есть механические руки. Этими руками он закручивает соединения, открывает и закрывает задвижки, подключает участки трубы друг к другу. Он же осматривает готовую линию, метр за метром, выискивая малейшие повреждения. Но одной укладки трубы на грунт мало, ее нужно еще и защитить. Труба, лежащая прямо на дне, уязвима для якорей и рыболовных снастей. Поэтому во многих местах ее прячут, закапывая в дно. Для этого по трубе пускают специальную машину, которая идет вдоль линии и роет под ней траншею. Часто грунт просто размывают сильными струями воды, и труба плавно оседает в получившуюся канаву. Сверху ее потом снова засыпает течением, и линия оказывается надежно укрыта под слоем дна. Там, где закопать не получается, поступают иначе. Трубу засыпают камнем. Специальное судно опускает вниз длинную трубу, и через нее аккуратно сыплет щебень ровной грядой, прямо поверх линии. Получается прочная каменная насыпь, которая держит трубу на месте и прикрывает ее сверху. Всей этой работой, осмотром, соединением, защитой управляют люди наверху, руками роботов. Так далекое темное дно, куда не ступала нога человека, все же покоряется технике. И когда линия уложена, закопана и проверена, остается последний вопрос. А насколько далеко вообще способны зайти инженеры? Первые морские трубопроводы прокладывали у самого берега, на глубине в считанные метры. Сегодня инженеры ушли туда, где еще недавно любая работа казалась немыслимой. Отметка в 1 километр глубины давно перестала быть рекордом и стала почти обычным делом. Но настоящие достижения лежат гораздо глубже. В Мексиканском заливе есть линии, проложенные на глубине около 2900 метров. Это почти 3 километра воды над трубой. На такой глубине давление чудовищное, а солнечный свет не пробивался туда никогда. И все же трубопровод там лежит и спокойно качает газ на берег. Чтобы понять масштаб, вообразите гору высотой почти 3 километра, целиком скрытую под водой. Именно столько отделяет судно на поверхности от трубы, которую оно опускает. Каждый метр этого пути труба должна пройти в точном расчетном изгибе, о котором мы говорили раньше. Поражает не только глубины, но и расстояние, ведь отдельные линии тянутся через целые моря. Такие переходы соединяют континенты и делают газ одной страны доступным для соседей за сотни километров. Здесь трубу нередко ведут через подводные горы и разломы, и каждый такой участок продумывают отдельно. Иногда на одном маршруте сходятся сразу все сложности — и большая глубина, и неровное дно, и сильные течения. Но проложить трубу — это лишь начало ее долгой жизни. Морской трубопровод рассчитывают на работу в несколько десятилетий без замены. Все это время его состояние регулярно проверяют, снова и снова отправляя вниз роботов с камерами. Они ищут коррозию, проседание и любые следы повреждений, пока те еще безопасны. По трубе внутри тоже пускают особые устройства, которые скользят вместе с потоком и прощупывают стенки изнутри. Так линию держат под постоянным присмотром, не давая мелкой проблеме превратиться в аварию. За каждым таким рекордом стоят годы расчетов, испытаний и труда тысяч людей. Шаг за шагом человек забирается все глубже, туда, где раньше могла работать только фантазия. Теперь, зная все это, стоит еще раз взглянуть на карту морей другими глазами. Под спокойной гладью воды скрыта огромная сеть стальных линий, о которой почти никто не думает. По ним прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, течет газ и нефть с далеких морских месторождений. Мы прошли весь путь, от простой мысли проложить трубу до плавучих заводов длиной с несколько футбольных полей. Увидели, как из отдельных секций рождается труба в сотни километров,
и как ее опускают на дно плавной дугой. Разобрались, почему ее нельзя перегибать, как ее берегут от смятия и как прячут от якорей на дне. И поняли, что за каждым таким трубопроводом стоит труд тысяч инженеров, сварщиков и операторов. Это тот случай, когда огромная и сложная работа сделана так, что мы ее попросту не замечаем. Она спрятана под водой и служит нам молча, десятилетиями, не требуя внимания. И, пожалуй, именно в этом и есть красота хорошей инженерии. Человек научился строить там, куда сам не может даже спуститься, и делать это надежно. А ведь все начиналось с простого вопроса: как проложить трубу через океан? И если вам было интересно, обязательно напишите в комментариях, что удивило вас больше всего. Поставьте лайк, поделитесь этим роликом с друзьями и близкими и подпишитесь на канал «Координаты неизвестного», чтобы не пропустить новые истории о том, как устроен наш мир. Впереди у нас еще много всего интересного. До встречи в следующем видео.